Алиса, стоп. Я вас приветствую, всех тех, кто меня видит и слышит. Как обычно, проблемы с интернет-подключением, с VPN, с доступом. YouTube не всегда любит мои VPN, мой трафик, мой контент. Но тем не менее, мы продолжаем прорываться в эфир. Надеюсь, что у нас получается. Давайте я проверю, что вы меня видите во всей полноте, и мы начнем общаться. Так, с прошедшими праздниками, дорогие мои программисты, а также их менеджеры, а также их коллеги, друзья, жены и все остальные. Как обычно, мы встречаемся по пятницам в 6 часов вечера по Москве. Вы задаете вопросы, я на них пытаюсь отвечать максимально откровенно и с максимальной для вас пользой, так как могу. Вопросы могут касаться программирования, карьерного роста, инвестиций, бизнеса, может быть, науки околокомпьютерной и, конечно, философии. Эти вопросы нам интереснее всего, и опыт показывает, что они вас волнуют не меньше, чем вопросы о программировании. Ну и поехали. Вопрос первый. Как отмечали Новый год, чем занимались? Я писал второй том книги Angry Tests, посвященной автоматизированному или в простонародье юнит-тестированию. Первый том оказался вполне успешным, на мой взгляд, но не смог вместить в себя всю ту мудрость, которую в области тестирования необходимо передать читателям. Я, конечно, шучу, мудрости там немного, но практических советов там вполне хватает. И на новый том, на второй накопилось, я за праздники написал ни много ни мало 140 страниц. Всего ожидается около 200-210. Так что я почти выполнил свою задачу, я так примерно и рассчитывал. Еще съездил в Стамбул. Там тоже написал часть книги, так немного по делам, немного погулять, посмотрел на город Стамбул, как будто встретил Москву в 90-е. Такое примерно состояние у турецкой столицы. При том, что цены там, как в современной Москве, а то и выше местами. Но качество жизни, качество архитектуры, построек, дорог, людей, их одежды, их образа жизни, все, конечно, на 20 лет отстает от Москвы. Ну и, в общем-то, я вернулся с удовольствием на родину. Следующий вопрос. Как вам идея сделать fine-tuning от open source LLM и обучить ее на базе книги Angry Test, а затем использовать эту модель для генерации качественных тестов? Это можно сделать, но нет в этом вроде бы смысла. Можно просто приготовить системный промпт для существующей модели. В этом системном промпте изложить главные принципы юнит-тестирования по книге Angry Tests, и получится все более-менее. Я так и делаю. У меня есть репозиторий, мне кажется, я давал ссылку на него раньше. На GitHub в моем аккаунте называется AT, 2 буквы. И в нем изложены в текстовом виде все принципы, которые разбираются в книге. Можно взять готовый readme файл из репозитория, сделать из него системный промпт, и вы получите то, что вы хотите. Дальше вопрос. Как в Xerocracy решается вопрос, когда в течение, например, месяца в каком-то стеке не появилось ни одной задачи, и программист этого стека остался без тикетов, а значит и без зарплаты? Ну а как это решается в обычном проекте, в обычной компании? Решается для кого? Решается для программиста, обычно решается хорошо. Он ничего не делает, а зарплату продолжает получать. Как это решается для владельца программиста или для хозяина программиста? Вот так и решается. Программист ничего не делает, толку от него нет, пользы он никакой не приносит, а мы продолжаем выполнять социальную функцию. Продолжаем его кормить, чтобы он не умер с голоду и чтобы он не ушел к конкуренту. Такая модель, мне кажется, устаревшей. Какой-то она
попахивает средневековьем, рабовладельческим строем, и такая социальная забота о программисте не выглядит как на самом деле забота, а выглядит больше как забота о себе в первую очередь. Это хозяин заботится о том, чтобы программист не сбежал, и поэтому ему такие условия предлагает. В Xerocracy, в теории, к которой мы движемся, решается это просто наличием других проектов рядом. Программист не должен быть привязан к хозяину. Программист не должен быть прикреплен к компании. У меня когда-то был доклад, не знаю, лет 8 на конференции, он назывался No Companies, в котором, его можно найти на YouTube, в котором я призывал к формуле будущего, в котором не будет компаний, не будет такой сущности, как ООО, как Company Incorporated, LLC. Все эти существа пришли к нам из средневековья, из прошлого. Им 100 лет назад они были нужны. Когда необходимо было объединить людей под единой вывеской, и эта вывеска их кормила как мать родная. В современном, в будущем, к которому хотелось бы прийти, должны быть проекты. Проект имеет бюджет, проект имеет задачи, проект имеет проблематику, проект имеет заказчика. Когда проект заканчивается, распускаются люди на все 4 стороны и собираются вокруг другого проекта. Они могут собираться вокруг нескольких проектов одновременно. И это так и должно быть, так нормально. Один Java-программист не обязательно должен сидеть в одном проекте, в одном офисе с одним хозяином, с одним коллективом много лет подряд. Это деструктивная конструкция, она нужна была во времена мануфактур, когда люди приходили в одно и то же помещение, так было удобней, так эффективней можно было организовать их труд. Но в современном мире, когда работать можно удаленно, особенно для айтишников, зачем нам быть прикрепленным к компании? Так и с этим вашим программистом, у которого нет в его стеке задачи. Да, мы его взяли на CSS-дизайн, например. Он сделал нам CSS-дизайн, но он нам больше не нужен. Нам потребуется CSS-дизайн еще через пару месяцев. Доделать, переделать, еще на 3 часа мы его хотим взять. Ну и замечательно. Пускай у него будет 15 проектов одновременно в портфолио. И из всех 15 проектов к нему приходят задачи. Так должно быть. Но для того, чтобы добраться до этой конструкции, конечно, в Xerocracy должно быть много одновременно источников денег, много источников задач. Тогда программер будет собирать их из разных точек. Дальше. Есть ли среди голливудских актрис те, чья внешность особенно привлекательна для вас? Ну, Моника Беллуччи, конечно. Без всяких сомнений, без вариантов. Дальше. Как вы думаете, как изменится образование через 10 лет? С одной стороны, знаний больше благодаря LLM и интернету, а с другой стороны, мы тупеем все быстрее. Ну, думаю, что образование станет роскошью и доступным продуктом только элиты, только меньшинства. Я вообще вам скажу, такая мысль ко мне пришла недавно. Я думаю, что умение читать и писать – это отживающий себя навык. Будущим поколениям не нужно будет ни читать, ни писать. И даже не потому, что они будут глупые и неспособные изучить технику каллиграфии, написания вручную, или даже набора текста с помощью клавиатуры. Даже клавиатуры исчезнут у компьютеров будущего. Компьютеры, которые будут через 10 лет в руках у школьников, в руках у студентов, это будут компьютеры без клавиатуры. Наверняка они будут с огромным планшетом, с рукописным вводом, с палочкой, которой можно будет вводить. Но буквы никто не будет набирать, никто не будет писать буквы. Все будут разговаривать голосом, как это происходило 100 лет назад. Грамотного населения на планете Земля было несколько процентов. Грамотного в том смысле, что это были люди, способные перевести речь, язык, английский, русский, на алфавит, на слова, расставить пробелы, знаки препинания и так далее. Этот навык был нужен нескольким процентам людей на планете Земля. Мы возвращаемся в ту же точку. Опять этот навык будет нужен только небольшому проценту людей.
Остальным им просто незачем. Вот я, например, уже сейчас не могу, с трудом могу написать свою фамилию от руки. Я до конца ее не дописываю. У меня в конце какие-то кружочки только остаются и какая-то вязь арабская. Так это меня учили в школе сколько лет. А современному ребенку ему будет даже непонятно, зачем его этому учат, если он коммуницирует со всеми устройствами голосом. Ему не нужно ничего вводить. Он сказал, компьютер ответил. Компьютер ответил, он услышал. Он сказал, люди будут грамотные, они будут разговаривать, они будут уметь, но книги читать, они будут книги читать, но не с листа. Они не будут понимать, зачем нужны буквы вообще. И подумайте, это не критика сейчас, это не проблема отцов и детей, это не то, что я считаю, что вот подрастающее поколение тупое. Ни в коем случае, я считаю, что они навык уберут, так как мы, например, у нас исчез навык, я не знаю, у многих, вождения автомобиля на ручной коробке. Современная молодежь, мало кто это умеет, и зачем это нужно? Или, например, навык, я не знаю, какой-то навык, который, давайте вспомним, который исчез, который был когда-то, но мы его утратили. Например, мы, не знаем, совершенно не знаем устройства приборов электрических в доме, которые находятся. Поколение, которое было до меня, всегда в доме мужчина, а может быть даже и женщина, знали, как работает изнутри радиоприемник, телевизор, утюг. Они могли его открыть, в каждом доме отвертки были, паяльники были, шурупы, гвозди, целые ящики лежали на антресолях, которыми люди пользовались. Сейчас нет в доме антресолей, сейчас нет ящиков с инструментами, по крайней мере в тех домах, в которых я нахожусь последние 15 лет. Никто не сверлит отверстия в стене, никто не вкручивает шурупы, практически. Может быть, у вас среди зрителей есть такие, которые сейчас поднимут руку и скажут, я вкручиваю. Но этот навык уходит, не нужно это больше. Мы не ремонтируем самостоятельно унитазы, мы не ремонтируем водопровод, мы не знаем, как установить кран на кухне, если он потек, как его исправить. Эти навыки все ушли. Также уйдут навыки письма и чтения. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, становимся ли мы, как будет образование выглядеть? Образование будет дорогим и не всегда понятно, зачем покупаемым сервисом. Каких-то детей будут отдавать на обучение в классические школы. Но это будут классические школы по какому-то специальному выбору. Ребенок должен будет быть явно талантливым, у него должны быть явно способности к письму или способности к чтению. И тогда его будут отдавать на дополнительное обучение, в котором ему будут рассказывать, ты знаешь, на самом деле русский язык состоит из слов. Там есть падежи, там есть склонения. И это будет вундеркинд. Как в фильме «Идиокраси». Наверное, видели «Идиократия». Там было примерно такое будущее. Читать, писать никто не мог, но люди общались, коммуницировали, и только элита имела способность к более глубоким знаниям. Не думаю, что это плохо. Вот чего я вам говорю. Я сейчас не критикую. Я думаю, что это логичный ход. Плохо ли, что нет дрели у меня в доме? Кто-то скажет плохо, а мне нормально. И будущим, и поколению, идущему за мной, это будет совершенно прекрасно. Дрели нет, он даже не знает, зачем дрель будет ребенок. Также и с азбукой, также и с грамматикой и всем остальным. Дальше. Вы нашли уже себе преемника, которому передадите свое наследие? Еоланг, Зерокраси. Нет, я не нашел кого-то одного, но я вполне вижу людей, которым не безразлично и которые при должном финансировании, естественно, с удовольствием бы занимались и продолжали. Вопрос в основном в финансировании. Без денег сложно чем-то заниматься. Дальше. Заметил, что у вас классы не всегда имплементируют интерфейсы. Может быть, выработали принцип, когда это допустимо? Да, не всегда имплементируют, иногда это допустимо. Компромиссы всегда допустимы. Я не программирую так, как написано в книгах Elegant Objects.
Я стараюсь так делать, я приближаюсь к такому идеальному стилю, но далеко не всегда получается. Angry Tests. Книга о тестировании. Там уже на текущий момент под 300 советов. В первом томе 160, во втором тоже будет под 150. Эти все 300 советов я не соблюдаю, безусловно. Но я помню о них. И также и вас стараюсь обучить в этом же направлении. Вы должны понимать, какие вы нарушаете правила. Но знать их нужно. Можно идти на красный свет, если вы понимаете смысл красного света. И понимаете, что будет, если вас собьют. Но человек, который не понимает разницу между зеленым и красным светом, если он не понимает знаки дорожного движения, вот это проблема. А человек, который все знаки знает, но нарушает правила, к нему у нас вопросов не так много. И знает, какая ответственность за это будет. Так, дальше. Другу нужна помощь. Такой вопрос нам задают. Историю рассказывают, Дмитрий. А другу нужна помощь. На него стали выходить старые знакомые, друзья и родственники, которых он даже еле помнит. Есть чувство, что тем людям что-то надо, иначе где они были раньше? Так, история не имеет точно выраженной проблематики. Наверное, это логично. Наверное, я вам рассказывал несколько эфиров назад, что люди организуются в группы исключительно с целью обмена чем-то. Не может два человека быть рядом, если им ничего друг от друга не надо. Это антиприродно. Даже если они любят друг друга, это значит, что они обмениваются чем-то. У одного чего-то не хватает, у другого это что-то есть. И на обмене они держатся. Как только смысл обмена исчезает, то разваливаются и пары, и семьи, и дружба. Все разваливается. Так что, если у них не было раньше интереса, а он теперь появился, то, конечно, ищите, в чем интерес, что появилось, чего им не хватает, что у вас есть. И опять же, это не без негатива, это не цинизм, это логика, так сказать, это прагматизм. Вот такое слово можем использовать. Дальше. Есть ли у вас, спрашивают меня, подушка безопасности в финансах? На сколько месяцев или лет ее хватит, если не работать? И в чем я ее храню? Да нет, не скажу, что у меня какая-то подушка есть. Наверное, на какое-то время хватит. Я так не считал. Но я думаю, что если прям придется не работать по каким-то неприятным причинам, то как будто бы и жить, наверное, не захочется. Так кажется. Мне кажется, в работе и заключена жизнь. Зачем жизнь без работы? Чем тогда заниматься? Сериалы смотреть? Какое-то время можно, пару дней, может быть, неделю. А дальше-то? Захочется же работать. Смысл жизни в работе, в труде. Как бы это ни звучало для многих странно, но для этого мы живем. В этом максимальное удовольствие, в этом максимальный кайф от жизни. В труде, в созидательном труде. Когда вы делаете что-то и в конце дня видите, как у вас что-то получилось, чего раньше не было. Вы создали что-то, чего раньше не было. Не знаю, помидоры высадили на грядке. С утра их не было на грядке, а вечером они растут. Прекрасно. И если вы каждый день делаете такие операции, вы каждый день завершаете с удовольствием. Вот ваша жизнь этим и наполнена. Дальше. Какое самое важное изменение в вашей картине мира за последние 5 лет? Я думаю, как и у многих из вас, и у меня, это, конечно, появление искусственного интеллекта. Я был убежден, что это невозможно. У меня даже есть видео на моем YouTube-канале, который вы смотрите, где я утверждаю на полном серьезе, что никогда искусственный интеллект не сможет программировать так, как человек. 3 дня назад я прочитал твит. Ребята из команды Курсора, по-моему, это они, сделали за неделю, написали на полном автомате, написали не копию точную, но некий аналог Chrome браузера. То есть система, которая может, выполняет функции браузера. Там 3 миллиона строк кода у них получилось. Они сказали, что неделю работал Курсор на полном автомате, или, может быть, там не на полном автомате, они его как-то, конечно, курировали. Но я 5 лет назад бы сказал, что это даже не смешно. Не говорите мне об этом, это невозможно.
А теперь, оказывается, возможно, и это сильно поменяло мое представление об окружающей реальности. Дальше. В чем заключается разница между Platform as a Service и Software as a Service? Platform это вам дают... Platform это когда вы отправляете свой софт к ним на платформу, и он там работает. Вам дают инфраструктуру. Например, Heroku, это Platform as a Service. Вы отдаете туда Java-приложение, там оно запускается и функционирует. А Software as a Service это когда вы чужой софт, уже там проинсталлированный, используете, не скачивая себе на машину, а через веб. Например, классический пример это Salesforce, это Software as a Service. Gmail это Software as a Service. Любой mail-провайдер это Software as a Service. Раньше нужно было поставить к себе на компьютер читалку писем, и так мы работали еще 15 лет назад. Потом появился Gmail, до Gmail были другие, Яндекс.Mail, Yahoo Mail, Яндекс.Mail. По-моему, один из первых был просто Mail.com. Это был Software as a Service. Дальше. Какие метрики вы бы выбрали, чтобы описать качество принятых решений, и бизнес, и технических? Принятых решений. Наверное, их успешность, их... если вы можете каждое решение привязать к результату, если вы эту казуальность установите, что именно из-за вашего решения в итоге получился такой результат, то посчитайте количество этих позитивных казуальностей или позитивных связей. Вам будет метрика. Но думаю, что это крайне сложно установить такую связь и сказать, что из-за решения А у нас получился результат Б. Обычно такое огромное количество факторов вмешивается, что вы не установите такую связь. Посмотрели ли вы, это следующий вопрос, посмотрели ли вы какие-нибудь стоящие фильмы за период выходных? Что запомнилось? Посмотрел. Я вам сейчас опять как старый скуф порекомендую советский фильм, но тем не менее. Я много лет знал о фильме «ТАСС уполномочен заявить», но не смотрел его, сериал такой. Он был снят в последние годы Советского Союза, это 1984 год, и на очень некачественной пленке. И мне казалось, что его смотреть не стоит. Я пытался несколько раз, а тут решил все-таки посмотреть. Я его еще не досмотрел, я где-то в середине сериала, но пока нравится. Советский сериал. Оказалось, что он снят вполне неплохо. Это мой такой discovery на выходных. Дальше. Так, тут меня спрашивают, говорят, что раньше я делал один выпуск с публичным разбором резюме. Тема потеряла актуальность. Нет, тема себя исчерпала. Я в одном разборе резюме разобрал, по-моему, 8 резюме, и на этом все. Какой смысл возвращаться к этой теме еще раз, если мы про нее поговорили? Я могу таким же образом разбирать что-то еще. И у меня есть мысль, что можно разобрать. Я уже писал вам в телеграм-канале, говорил, давайте присылайте мне свои презентации, и я их разберу, покритикую, как вы делали презентации на сцене, с целью повышения качества и вас, и себя в том числе. Мне прислали презентации, несколько десятков человек, но я пока не дошли руки до того, чтобы это сделать более-менее серьезно. Это нужно подготовиться, просмотреть их все. На это нужно полдня потратить, а то и целый день. Доберусь. И второе, я думал сделать такие разборы проектов на GitHub. Вы присылаете свой GitHub Project open source и просите разобрать, а я вас покритикую. До этого еще не дошли, я даже не приглашал никого присылать свои проекты, но, может быть, сделаем. Так, дальше вопрос. Как вы относитесь к гэмблингу, айгеймингу и прочим сомнительным увлечениям? Так, как вы и отношусь, как к сомнительным увлечениям. Я бы все эти активности вообще бы отнес к разряду нелегальных. Туда, где казино, наркотики, алкоголь, это все все то, что разрушает общество. Мы, наверное, не можем избавиться, хотя я не понимаю почему, но, наверное, не можем избавиться от всех этих, от алкоголя, например. Почему мы не можем запретить алкоголь в обществе раз и навсегда? Почему-то не можем. Кто-то считает, что лобби, мафия, огромные прибыли, и поэтому никто не хочет запрещать, потому что на власть давят
бизнесмены, которые зарабатывают на этом. Может быть. Ну, я не верю в то, что власть настолько, настолько это важный ингредиент доходов или взяток, чтобы нельзя было на это плюнуть. Ну, мне кажется, куда больше взятки и доходы идут от нефти, от войны, от полезных ископаемых других, от просто жизни людей, от продуктов питания. Это куда более крупный рынок, чем алкоголь или сигареты. Но почему, например, сигареты не запретить? Ну, допустим, алкоголь, да, это там, не знаю, традиции, какой-то культурный код. Но сигареты, какой-то культурный код в России, например, вот, курить табак, это явно не наше, и вполне можно это просто одним движением запретить. Ну, то есть перевести это в разряд черного рынка. Да, какой-то останется рынок, будут покупать сигареты, но они будут стоить как героин. И делать это будут люди куда в меньшем объеме, чем сейчас. Также точно и гейминг, и гэмблинг. Я бы тоже всю эту историю запретил и тоже бы сделал illegal. Это все, что дает все эти вот эти пороки, они дают человеку дорожку, открывают человеку дорожку короткую к удовольствию. Для того, чтобы добраться до кайфа, нужно сделать меньше шагов. Ему нужно не кода написать качественного побольше, а выйти на перекур с сигаретой. И он от сигареты получает кайфа больше, чем от этого экрана, в который он смотрит с утра до вечера на работе. Сигарета для него это дополнительный, а может быть даже единственный источник удовольствия. Также домой. Он приходит домой и садится играть в танки. Не потому что, вернее, не на работе он получал удовольствие, не в течение дневного дня, не в течение своей настоящей жизни, а вечером, когда он уже убитый, когда он садится играть в какую-то стрелялку или в какую-то там стратегию. И это его источник эндорфина, это его источник кайфа. Это короткий путь. Проще всего сесть и играть. Это и обезьяна может сделать. Сигарету может и обезьяна воткнуть себе в рот. Для этого не нужен интеллект. Для этого не нужно трудиться. Для этого не нужно стараться, напрягаться. Выпить бокал вина или два, а лучше водочки, проще, чем получить удовольствие от сложного разговора за столом. От решения сложных вопросов философских. От нахождения общих тем. От установления контактов между людьми. От понимания другого человека. Как его понимать? Давайте мы ему 300 грамм нальем и сами 300 грамм примем. И сразу понимание наладится. Не нужно его будет искать, не нужно будет задавать сложные вопросы, разбираться в его прошлом, идти навстречу, выстраивать диалог, находить нужные фразы. Да вот 300 грамм туда, в один желудок, и 300 в другой. И у нас взаимопонимание. То есть мы короткий путь находим. Но героин даст вам еще более короткий путь. Попробуйте. Вы один укол сделаете, и вы попадете сразу в нирвану. Вы будете там. Вам не нужно будет 20 лет идти в эту сторону. Обучаться, поступать в институт, становиться программистом, зарабатывать деньги, строить дом, заводить семью и потом чувствовать кайф от того, что вы достигли всего этого. Вы укололись, и у вас через 30 секунд сразу там. 20 лет проскочили. Конечно, это проще. Почитайте Владимира Сорокина, книга «Теллурия». Вот она о всем этом вопросе целиком. О вопросе быстрого. Там в Теллурии был наркотик, который изготавливался в виде гвоздей. И гвоздь нужно было в голову вбивать. Когда его в голову вбивали, то человек сразу получал максимальный кайф. Ну, такая вот аллегория, такая метафора гениального писателя Владимира Сорокина. Несмотря на то, что он кто там, иноагент уже или еще нет, ну, в ту сторону движущийся. Но как мыслитель и как философ он, конечно, непревзойденный в современном мире философов и мыслителей. Вот Теллурия – это метафора на то, что я вам рассказал. Быстро, один раз, гвоздь в голову вбивают, и у человека счастье. И за этими гвоздями охотится весь мир. И тот, кто имеет производство гвоздей, тот и правит миром, тот и центр цивилизации. Не тот, у кого компьютеры, не тот, у кого искусственный интеллект, а у кого гвозди, чтобы в голову вбивать людям. Ну, хотим мы жить в таком обществе?
Я думаю, не хотим. Нужно людей заставлять идти длинным путем. Нужно их заставлять бороться с окружающей средой, самим собой, а не давать ему сразу таблетку, и он имеет решение. Избегайте таблеток, избегайте этих гвоздей, которые вам вбиваются в голову. Убирайте все те способы достижения кайфа, которые короткие. Они вас разрушают, они из вас делают животное. Вы в итоге уже не сможете вернуться к оригинальному кайфу. Почему от героина так трудно избавиться от зависимости? Не только или даже не столько по медицинским причинам. Не потому, что он там какие-то ломки вызывает. Это, безусловно, но это уже в финальной стадии. Но люди, которые его принимают немного и в начале, никаких ломок там сильных нет. Им просто хочется снова пройти по короткому пути. В этом все дело. Он не хочет идти долго. Он не хочет опять за этот компьютер, опять там писать на Python какую-то ерунду, ждать, тянуть это время, планировать. Все это долго. Он знает короткий путь, ему уже его показали. И поэтому к героину вы будете возвращаться всегда, потому что он вам дает мгновенный результат. Так вот, не нужно этого делать. Не ищите короткого пути, потому что, найдя его один раз, вам будет очень тяжело потом вернуться в реальность, в нормальную жизнь. Вы станете просто обезьяной, которая, как в этих экспериментах, нажимает на кнопку, ей банан выпадает из окошка. Она опять нажимает, опять банан выпадает. Она уже на дерево не полезет, она будет бить по этой кнопке, пока бананы будут выпадать. Но мы же не обезьяны, вы, по крайней мере. Может быть, толпа окей, пускай она курит, пьет, но вы-то мои зрители. Давайте к чему-то другому стремиться. Так, дальше. Сори за такой длинный разговор. Так, в чем, на ваш взгляд, главный смысл и ценность код-ревью в команде? Вопрос интересный. Многие пишут, я так читал, что суть код-ревью, она не столько в поднятии качества кода, сколько в образовании. Это такой education процесс образования или обучения друг друга. Когда я делаю ревью вашего кода, я не просто указываю на ошибки, а я вас обучаю. Я сообщаю вам те знания, которые в обычном спокойном режиме мне не было бы смысла вам передавать. Мы бы не сели с вами за стол, и я бы не стал вам рассказывать. Посмотрите, как кодовая база устроена, здесь должно быть так, вот здесь так нельзя. Никто бы этим не занимался. А во время код-ревью мы в таком даже полуигровом режиме, когда вы хотите забить гол, а я хочу мяч поймать. Мы в таком формате куда быстрее обучаемся. Думаю, что это так и есть. Я это мнение разделяю во многом. Потому что все остальные вопросы контроля качества могут быть автоматизированы. Многие вещи проверяют юнит-тесты или проверяют статические анализаторы. Превращать человека в статический анализатор, конечно, не стоит, чтобы он просто отмечал ошибки. Он должен более широко смотреть на проблему во время код-ревью и пытаться своего партнера по игре, того, который бьет по мячу, пытаться его обучить, пока ловим мяч. Дальше. Можешь ли назвать основные навыки и компетенции архитектора? Где-то у меня, мне кажется, такой был блогпост, но может быть и нет. Думаю, что архитектор, его задача это, главная его компетенция это умение нести ответственность и требовать власти технической. Если ни то, ни другое, или то, или второе у него отсутствует, то он будет не архитектором, а кодером, и команда будет разочарована в итоге. Команда будет раздражаться, видя, что ее архитектор, например, не берет на себя всю полноту власти. То есть наступает момент принятия решения, а архитектор такой, может быть так, а может быть так, давайте еще посовещаемся, давайте подумаем. Я не хотел бы, даже он может этого не сказать, но он не хочет принимать решения. Откладывает, тянет. Это отсутствие такого навыка, это страх может быть, это может быть трусость, это может быть нерешительность. Мы не знаем, что у него там в душе, но это видно. На поверхности вы это сразу увидите, если архитектор такой нерешительный.
Ну и второе, он не несет ответственности. Это человек, который не может сказать в конце: я ошибся, я принял неправильное решение, я все испортил, это все из-за меня, давайте переделаем. Архитектор должен понимать, что во всем хорошем виновата команда, во всем плохом виноват лично он. Это важный постулат для любого менеджера, для любого архитектора. Все ошибки – это вина командира. Все заслуги – это всегда команде. Ордена должны получать команда всегда. Архитектор должен говорить: это все они делали, я просто наблюдал. Ну, я, может быть, подсказывал, но это вот мои ребята, даже не мои ребята, просто ребята, они такие супер, они бы даже и без меня бы справились. Это текст, такого архитектора, с которым хочется работать. Вот. А если вы говорите о технических скиллах, то, наверное, архитектор должен быть, думаю, что самым технически грамотным человеком в команде. Самым технически подкованным. Вот недавно смотрел ролики там про войну, разборы военных каких-то конфликтов, и бросается из ролика в ролик в глаза: я сам не военный, не знаю, как происходит на войне, но вот там репортаж такой, значит, сбили какой-то самолет, какой-то истребитель, допустим, там летел, не знаю, немецкий истребитель летел, или наш истребитель летел куда-то что-нибудь там истреблять, стрелять, его сбили, в плен попал полковник такой-то, командир какой-то там бригады. Потом опять сбили какой-то подполковник, попал в плен, сбили истребитель, он был там замкомандира какого-нибудь там батальона. То есть командир, что мы из этого выносим? Полковник, командир не в штабе сидит у летчиков, не схемы рисует там и чаек попивает, а он садится в самолет, в истребитель и летит на ключевое боевое задание. Так же должно быть и с архитектором. Архитектор, да, он может чаек попить, когда задачи несложные, но когда возникает ключевое боевое задание, когда нужно взять в руки клавиатуру и закодить ключевой модуль, то архитектор это делает. И если он это делает, и мы видим, как он это делает, у нас к нему уважение, и мы хотим с таким архитектором работать. А если полковник не летит в истребителе, если он посылает своих подчиненных, когда ключевая огневая ситуация, то это уже не командиры, не полковники, не архитектор, это уже так. Используйте ориентируйтесь на эту метафору. Ваш архитектор должен быть в истребителе, он должен быть в той точке, где больнее всего, вот там, где не работает, там, где сломалось. Мы знаем, что он исправит. Вот когда у нас будет плохо, и мы не поймем, почему у нас вот ночью падает наша база, то мы знаем, что мы к нему пойдем, и он возьмет клавиатуру, сядет и за полдня это решит. А потом, да, опять отойдет в сторону, будет опять отдыхать, там, вести беседы умные, разговаривать. Но мы знаем, что ключевые знания у него в голове, а не у нас. Мы вторые, мы на уровень ниже, чем он. Так, сори, я здесь ошибся про столицу. Да, Анкара столица. Надо... С географией у меня всегда были проблемы. Дальше. Вы замечали, что современные приложения становятся более враждебны пользователю, имеют UX, ориентированный на маркетинг, а не на пользователя? Могут ли программисты как-то бороться с этим направлением? Я работаю на айфоне. И да, я вижу, что в общем мы потихоньку скатываемся обратно во времена, которые были до Стива Джобса. Был плохой дизайн, были плохие дизайн-решения, были некачественные, визуально некачественные продукты. Вы помните, может быть, вы не помните, но когда первый продукт, который Стив Джобс сделал, вернувшись в Apple, это был этот маленькое такое устройство, iPod он назывался, на котором музыку можно было слушать. И его дизайн всех привлек. Он был новый по дизайну. До этого мы видели всякие Nokia, Motorola, эти черные, толстые, с некрасивыми кнопками. Но мы уже привыкли. Мы знали, что все в разнобой. Все телефоны были разные. У каждой новой модели, посмотрите на модельный ряд фирмы Nokia, которая в итоге и вышла, и ушла из рынка. Каждый новый телефон это был какой-то новый, по-своему сделанный дизайн. Никакой цельности у продуктов не было. Никакой
стройности, никакого благородства. Все это была просто каша из моделек. Мы возвращаемся туда же. Опять начинается такой же балаган. Опять у нас в фирме Apple десятки моделей. У iPhone уже там какие-то Air, какие-то Максы, какие-то Pro. Расширяется модельный ряд. Это то, с чем боролся Стив Джобс, когда вернулся в Apple. Он стал резко срезать количество моделей. В итоге они пришли к одному. У них появился компьютер на столе и компьютер-лаптоп. Вот два компьютера. Все остальное это уже детали внутренней имплементации. У кого-то там чуть быстрее процессор, у кого-то чуть медленнее. Но модель одна, она у всех одинаковая. Один хороший дизайн. Нет, нам сейчас дают iPhone такого размера, iPhone другого размера. Зачем их делить на размеры? Зачем нам нужен маленький и большой iPhone? Ну решите уже, какой хорошо. Примите уже наконец решение, вы архитекторы. Возьмите на себя ответственность. Стукните по столу и скажите: молчать. iPhone будет такого размера. Я за это отвечаю. Я архитектор. Нет там такого архитектора. Нет полковников-истребителей. Есть какая-то бригада программистов набранных по объявлению. И каждый из них боится принять, не может боиться, ему это все неинтересно, неважно, их там перекупают постоянно, вы же видите движение между компаниями, никто не прикреплен никакой толком компаний, их передвигают с места на место, покупают их как футболистов. Конечно, всем наплевать на дизайн. Нет авторства, нет личной привязки к бренду, личной прикрепленности. И да, дизайн страдает. А дизайн же задают, вот вы говорите UX. Дизайн или визуальную картинку, он же спускается сверху. Мы не можем, сидя на наших местах, задавать тон или задавать тему дизайна. Мы слушаем, как делают они. То есть, если есть лидерство в платформе, то мы следуем за ним. Apple говорит, вот такой дизайн правильный, или Google говорит, вот мы делаем так. Мы стараемся подстраиваться под него. А там разброд и шатание. И оно увеличивается. К сожалению, я это тоже наблюдаю, я согласен с тем, что вы заметили. И отвечая на вопрос, могут ли программисты бороться с этим, очень в незначительных интервалах. Вы можете что-то сделать, но если вот современный дизайн этого iOS, который на iPhone, он же хуже значительно визуально, чем был. А тот, который до этого был, хуже предыдущего. Они зачем-то добавляют какие-то несочетаемые или плохо сочетаемые, несимпатичные элементы интерфейса. А что мне делать? Мне приходится апгрейдить на следующую версию. Мы же заложники этой экосистемы. Своей у нас нет. Мы работаем с этой. Android это вообще мы тут не обсуждаем. Это просто кошмар. Там и был кошмар, он там никогда не претендовал ни на что. Это просто мусорник, в котором лежит все подряд. Бери там и ешь оттуда. Но iPhone-то претендовал на то, что там будет некая стройность, некая цельность дизайна. Все приложения должны быть в едином стиле. Все устройства должны быть в едином стиле. А сейчас это не так. Они сами теряют эту парадигму. Дальше. Когда может измениться демографический тренд в России? Что должно поменяться в культуре и государственной политике, чтобы остановить вымирание? Не знаю, такой вопрос. Я как-то читал анализ того, как с подобной проблемой боролись во времена Сталина. Как он решал проблему демографии и снижения населения. Я не помню даже в какие это годы были, то ли до войны, то ли после войны. Интенсивными инвестициями в детские дома, в детское образование, в пособие матерям, в медицину, детскую медицину. И это меняет ситуацию. Потому что каждый индивидуум, конечно, принимает решение рожать, не рожать самостоятельно, опираясь на то, что он видит вокруг. И если он видит вокруг, я вам очевидные вещи говорю, если он видит вокруг, что будет плохо или будет непонятно как, то он, конечно, воздерживается от того, чтобы рожать 5 детей. 1, может быть, 2 и хватит. А для изменения демографической ситуации нужно же не 1 и 2, нужно 3, 5. 2 детьми мы же не исправим, это же чисто математически понятно, что их должно быть куда больше. Изменится ли это конкретно в России? Я думаю, мне так кажется, скажу непопулярные, может быть, вещи. Мне кажется, что Россия как будто бы свернула на дорожку
как будто бы обратно в 90-е, вот сейчас, обратно в ситуацию колониального состояния. Снова стать колонией чужой империи. И это видно по таким косвенным признакам пока. Я не могу сказать, что... В экономике, во-первых, я не понимаю глобально, но вижу по таким бытовым моментам, ну, начиная с вот этих интернет-блокировок, они становятся уже невыносимыми. VPN уже не помогает. Зачастую. Я с мобильного телефона через хотспот VPN просто у меня не работает. Я потерял возможность работать удаленно, работать в кафе. При этом в Белоруссии, например, которая как будто еще более диктаторская страна, да, там еще, значит, все строже, там нет таких проблем. Там все открыто, весь интернет открыт. Это я к чему? Что, допустим, мы можем сказать, мы боремся с инакомыслием, да, и для этого нам нужно блокировать интернет. Вот тут, значит, террористы, они будут читать новости из враждебной Америки и выходить на демонстрации, и у нас тут наступит крах и развал. А в Белоруссии почему не наступает крах и развал? Там еще более режим более жесткий, чем в России. Не наступает. Может быть, не для этого блокируется интернет. Может быть, он блокируется для того, чтобы, не знаю, там, мессенджер Макс развивать или ВК. Но тогда это совсем странно и, противно это видеть. Что такое отношение к населению. Что вот просто наплевать на качество жизни человека, нам все равно, будет вам удобно или нет. Да, мы знаем, что вы пользуетесь WhatsApp, мы знаем, что вы пользуетесь Гуглом и Ютубом, а нам плевать. Мы вам, вместо того, чтобы делать качественный ВК, мы вам просто зарежем интернет, и дальше ходите на наш ВК и смотрите его. Но это может так сделать только страна, которой не так уж важно, что население, какое население, что оно думает про ситуацию и куда это все идет. А значит, что есть внешние какие-то силы, которые управляют ситуацией. Потому что если бы управляли внутренние силы, то внутренним силам важно, что население думает. Потому что внутренние силы опираются на население. Их, во-первых, население выбирает, и, во-вторых, они сами население. У них есть родственники, у них есть друзья, они же такие же люди, как и мы. Они тоже ходят по Москве и тоже хотят общаться в WhatsApp. А им приходится VPN постоянно включать. Или выключать. То есть, значит, есть внешние силы, которые наплевать и на местный менеджмент, и на местное население. Которые просто снаружи говорят, будет у вас вот так. Вот так правильно действуйте, идите в ту сторону. И за это мы, допустим, будем вас кормить. В таком-то формате. А это уже 90-е годы. Именно это мы имели после развала Советского Союза. Нас быстро превратили в колонию и стали снаружи нагружать деньгами нужных людей. А все остальное пространство, пролетариат весь, он оказался не просто ненужным, а как какой-то лишний элемент в обществе. Его вообще в идеале было бы истребить весь, но на это трудно было пойти. Поэтому его так, он держался как-то. Выживали люди. Выживают и выживают. Этого бы не хотелось, но по ощущениям, как будто туда разворачиваемся. Интернет мне об этом говорит, и ограничения санкционные, касаемые перемещения. Вылета, полеты, эти рейсы, они... Нет как будто бы движения в сторону. Мы, получается, в зависимости находимся от внешней политики. То есть внешняя политика, она такая агрессивная против России. И мы такие, да, окей. Нам сказали, что нас бьют, и мы такие, да, нас бьют. Мы это все признаем и будем в этой концепции и продолжать существовать. Что мы для битья такие ребята, которых там наказывают, и мы должны в этой парадигме существовать. Зачем? Почему не проигнорировать это все? Да, там они какие-то санкции ввели, а мы не вводим никакие санкции. Нам без проблем. Прилетайте к нам, мы летаем, мы ничего не ограничиваем, пожалуйста. То есть не замечать этой ситуации. Но нет, мы ее замечаем, и мы в нее включаемся. Мы в рамках заданной программы, в рамках заданного курса движемся как все. А курс задается же не нами. Курс задается где-то там, например, в условном Вашингтоне. Там сказали, Россия будет стоять на 2-м, на 12-м месте. У нее будут такие права, и такие у нее будут запреты. И мы в рамках этой инструкции существуем. Нехорошо это. Хочется, чтобы было по-другому. Но я не знаю, как это изменить. Тем более, будучи нами, программистами.
И не хотелось бы уезжать. Не хотелось бы, как в 90-е, собирать чемоданы, и как это и я в том числе сделал, и многие сделали тогда, когда было понятно, что окей, здесь ловить нечего, поэтому разворачиваемся. Ну, такое отношение к населению, что смысла сидеть нет. Надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что как-то все вырулится. Может быть, но Трамп пока действует вот именно по той схеме, как я рассказал. Им просто наплевать на окружающих. Вернее, они разложили уже всю стратегию вперед. У них есть своя линия, по которой будут они идти. И каждая страна имеет в этой игре свое место. Это место определено, вам оно сказано. Будьте на нем и подыгрывайте. Так, дальше идем. Секунду, я найду вопрос. Значит, как бы вы оценивали руководителей разных уровней, от тимлида до CTO? То есть, если бы я был руководителем, который оценивает руководителей, да, и мне нужно было бы поставить оценку, ну, там, тимлиду, да, который подо мной. Я, допустим, CTO, а подо мной несколько тимлидов. Ну, думаю я, что оценивал бы их по метрикам продуктов, которые они разрабатывают. Наверное, так. Ну, он же зачем там? Зачем руководитель нужен мне? Почему я не могу без него? Почему я не могу иметь просто команду 10 человек слева и 10 человек справа? Две команды. Зачем я ставлю над ними одного руководителя и другого руководителя? Наверное, для того, чтобы он внутри команды наладил некий менеджмент. Сделал так, чтобы команда эффективно двигалась вперед. Что такое вперед для команды? Ну, наверное, суммарный их результат – это продукты, которые они делают. Я бы попытался к продуктам привязать метрики руководителей. Не к коду, не к количеству pull-реквестов. Если вы об этом спрашиваете, я думаю, вы намекаете в эту сторону. Я бы не измерял бы их работу по техническим выхлопам технической команды. На это бы не обращал внимания. Потому что так легко будет манипулировать. Они могут просто начать работать на увеличение технического аутпута. Но это не их результат, это результат команды. А мне нужен их результат самого лидера. А его продукт – это, конечно, прорыв во внешний круг. Он должен решать какую-то проблему. Он должен бороться с неприятелем. И я буду смотреть, насколько он неприятеля победил. А то, как он организовал свою команду, это уже его дело. Кого-то он там премировал за что-то, кого-то он наказал. Это его детали. Я бы не вникал бы в это. Что вы будете делать, если появится сверхумный искусственный интеллект и заменит весь человеческий труд? Ну, буду рыбу ловить, буду массаж научусь делать, буду с тренером по бодибилдингу, могу учить людей штангу поднимать. Ну, физические какие-то. Искусственный интеллект же заменит только интеллект, он же не заменит физические контакты людей между собой. Контакты тел. Значит, будем тренерами, будем тренировать. Ну, будет много спорта, я думаю, тогда. Много спорта, много активности, будут парки. Как вот в футуристических фильмах и фантастических романах. Все люди в красивой белой одежде гуляют по зеленым газонам, на бабочек смотрят. Но только думаю, что это утопия, потому что из такого состояния люди быстро превратятся в... произойдет разложение. Будет тот самый героин повсеместно. Только это будет, может быть, не героин, а теллур какой-то. Может быть, это будет что-то другое. Но человек без борьбы, человек, не преодолевающий трудности, человек, у которого нет врага, это ничтожество, а не человек. Или быстро скатывающееся в ничтожество существо, которому не нужно каждое утро, просыпаясь, думать: опять, вот зараза. Ну, давай попробуем. А который просыпается такой: ой, как замечательно, новый день, какое счастье. Сейчас я сериальчик включу, выйду на зелененькую лужайку, подстригу газончик и буду смотреть, не знаю, на озеро. Это еще 2-3 дня или 2-3 недели, и вы получите не личность, а полное ничтожество.
В массовом так варианте так точно. Если таких людей будет много, и они будут окружать нас повсеместно, и все общество станет таким. Но это очень быстро приведет к такому распаду, который... Вот это будет хуже, чем любая атомная война. Это бездельники. Бездельники хуже атомной бомбы, если их много. Так, дальше. Что для вас есть engineering culture? Это хороший вопрос. Ну, я думаю, что это набор неких убеждений, неких верований, которые существуют внутри команды, неких практик, и которые не написаны нигде на бумаге, но которым люди следуют. Ну, наверное, я очевидные вещи говорю, опять же, тут ничего нового. Но я не особо верю в эту engineering culture, я больше верю в правила, я верю в жесткий регламент, а не вот это вот все culture. Есть правила, это то, на что можно опираться. А на culture попробуйте опираться. Сегодня это в рамках culture, а завтра оказалось, что это уже не в рамках culture, уже кого-то вы обидели, уже кто-то заплакал, уже кто-то передумал, уже у кого-то там депрессия возникла, а кто-то оказалось, что он ожидал, что у вас culture такой, а у вас culture другой, и это совершенно привело его в состояние дестабилизации его внутренней тонкой психики и так далее. Вы должны с culture работать очень тонко, сложно, постоянно натыкаясь на преграды, которых вы не ожидали. Куда проще работать с жестким регламентом. И тогда люди пускай подстраиваются под регламент, и какая у них там culture, это их проблемы. Так, тут спрашивают что-то такое сложное про await и sync. Кстати, вы знаете, что я записал на днях, буквально 3 дня назад, интервью с Дагласом Крокфордом. Это создатель JSON, формата JSON и JSLint. JSLint — это первый стайл-чекер для JavaScript. Известный очень и автор, и спикер, и девелопер. Он в Yahoo работал, потом в PayPal работал. В общем, мы с ним интервью записали на днях. Вот выйдет, я думаю, после выходных. Так что не пропустите. И там мы обсуждали как раз async, вы мне напомнили. Обсуждали async, await, промисы, как они должны жить в объектно-ориентированном мире. Вот пускай это интервью будет ответом на ваш вопрос. Там, мне кажется, мы на него ответили. Он ответил, точнее, я слушал. Так, дальше опять теоретический вопрос. Как вы видите себе устройство общества через 5-10 лет? Это будет технофеодализм или что-то другое? Нет, я думаю, что мы движемся не в технофеодализм, мы движемся просто в феодализм. Ну, судя по тому, что делает Америка сейчас, вот последние недели, то, наверное, будет просто феодализм, просто жесткое управление, такой феодализм, может быть, даже некие элементы фашизма. Ну, как фашизма в смысле того менеджмента, который был в Германии во времена Адольфа Гитлера. Что-то такое. Это сильное управление, опора не на правила и регламенты, не на законы, не на традиции, а на сиюминутный баланс сил. Вот кто сейчас в балансе, кто сейчас, вернее, в плюсе, тот и в ту сторону и играем. То есть, что сейчас выгодно, что сейчас, у кого сейчас сила, тот и побеждает. Плохо это, хорошо, не знаю, потому что для экономики, может быть, это хорошо. Та же Германия, она прекрасно себя чувствовала, если бы не война, то она бы развивалась и захватила бы всю Европу, если бы она не встретила Советский Союз. В Советском Союзе тоже что-то такое тоже было похоже на большевики. Они никогда не старались опираться на законы и правила. Они опирались на логику ситуации, на то, как сейчас правильнее, исходя из нашей общей концепции. Но вот эти вот, мы с вами обсуждали, да, этот спор с Шарапова и Жиглова, и большевики, они, конечно, на стороне Жиглова, потому что мы должны опираться на логику нашей философии, а не на сиюминутную неприменимость каких-то правил. Вот Жиглов — это Трамп. Вот понимает Трамп, что нужно арестовать этого, что-то сделать с Венесуэлой. Да, есть какие-то международные нормы, да, есть какие-то правила, да, мы все это понимаем. Но
Он там для себя понимает, что допустим, это Венесуэла там как-то связана с наркотиками. Или, черт с ними, с наркотиками. Он понимает, что в Венесуэле там есть нефть, которую нужно как-то поставить под контроль, пока, например, Россия этого не сделала. Ну, что он будет там ловить этого кирпича с этим, вести его в суд, доказывать, что он вор, или вести какие-то длинные переговоры с этим Мадуро. Да плевать, вот у меня есть спецназ, мы сделали операцию, и все. Мы убеждены, у нас есть убеждение, что правда за нами. Вот в эту сторону будет мир развиваться, он такой будет. Потому что технофеодализм, как я понимаю, слово техно означает, что мы опираемся на некую структуру, на жесткую структуру правил, постулатов, по которым предсказуемо движется вперед общество. А Трамп это непредсказуемо, это только логика баланса сил. Так что только держитесь, я думаю, дальше будет больше. Кто-то будет просто под него по-доброму подкладываться под Трампа, его семью и всех, кто за этой семейкой стоит. Кто-то будет соглашаться, окей, и отдавать ему, отдавать контроль или там подыгрывать. Кто-то будет пытаться сопротивляться, но и то будет подавлено, и в итоге будет некий такой четвертый рейх. К чему приведет, мы посмотрим. Но траектория туда. Так, тут говорят, что хотят программировать начать. Пожалуйста, это в любом возрасте можно сделать. Так, давайте еще пару минут. Вот спрашивают насчет цитаты Роберта Мартина. Дублирование кода – это главный враг хорошо спроектированной системы. Но, говорят, ведь неверная абстракция дороже. Нет, неверная абстракция дешевле. Дублирование кода – это действительно номер один враг. Врагов много других. Можно действительно сделать неверный дизайн, можно ошибиться в абстракции, можно сделать такой класс, который внутри себя содержит методы, не связанные между собой. И получим такого Франкенштейна, получим такого монстра, такого зомби, что ли, который полуживой, полумертвый. Это лучше, чем если у вас будет дублирование кода. Лучше. Опять же, как архитектор, я вам говорю, не половинчато вам отвечаю, что и то плохо, и то плохо. Я говорю, нет. Есть первый враг, есть второй. Вот плохой архитектор вам скажет, да, дублирование кода это плохо, но тем не менее нужно не забывать, что плохая абстракция это тоже плохо. Это ответ плохого архитектора, который не берет на себя ответственность за приоритизацию проблем. Хороший архитектор скажет, на первом месте стоит это, на втором это, не наоборот. Он не скажет и то плохо. Вот таких архитекторов бойтесь, которые вам дают взвешенные ответы. Это не мудрость, это трусость. Он не пытается вам дать какие-то скрытые знания. Он просто пытается избежать ответственности. Или просто он дурак, он не знает, что лучше, что хуже. Он не понимает, почему абстракция, он не может объяснить. Он услышал, что это плохо. Из другой книжки услышал, что это плохо. А тут вы пришли, его и к стенке приперли. Так что же хуже? Он не знает. Он боится попасть в просак. И он говорит вам, нужно все взвешивать. Вот когда вам говорят, что нужно взвешивать, когда вам отвечают так, что ни нашим, ни вашим, понимаете, что либо перед вами дурак, либо трус. В любом случае с ним работать, воспринимать его как архитектора не стоит. И лидера. Не идите за таким человеком. Это я вам, не то, что я там себя рекламирую, я вам привел пример, проиллюстрировал, что такое принятие решений. Вот вы меня сейчас как бы поставили, если бы я был вашим архитектором в команде, вы бы пришли ко мне и сказали, вот тут вот советуют, вы как думаете? И я бы вам либо так сказал, либо по-другому. Я вас призываю обращать внимание на то, как вам отвечают ваши архитекторы. Так, еще давайте пару вопросов и закончим. Какие практики вы используете при работе с Claude-кодом? Какой рабочий workflow? Я работаю с ним нон-стоп. Я без него уже не могу, к сожалению. И я вижу, как он меня... Я начинаю писать код, как правильно сказать, скетчей, то есть набросками.
Если я раньше писал код целиком, нужно было каждую строку написать, я каждую команду понимал, что зачем, не пропускал знаки, понимал, что если я переменную назвал x, то нужно ее называть x и в другом месте. А сейчас я иногда пишу код мазками. Я говорю, здесь мы сделаем это, потом здесь сделаем это. Как я когда-то делал в школе, когда еще был студентом и школьником. Я помню, как мы программировали. Мы писали сначала комментариями весь код, а потом уже вот заполняли командами. Так вот я сейчас иногда пишу комментариями, а потом говорю Клод коду, а теперь закончи. И он прекрасно заканчивает. Он понимает, что я имел в виду, и пишет мне остальные блоки. Ну и я теряю навыки, потому что я не понимаю уже, как он пишет, и не вникаю. Я понимаю, что он сделает правильно, доверяю ему, тем более, что тесты проходят. Ну вот так, набросочное такое программирование. Даже не вайп-кодинг, а программирование мазками, крупными мазками. Здесь мазнул, здесь мазнул, здесь мазнул, а потом говорю ему, дорисуй картину. И он мне раз, и здесь мальчик пасет коров, а здесь солнышко, а здесь домик. Хотя это было просто здесь синее пятно, здесь зеленое, а там красное. И он раз из этого все сделал картину. Такие мои. Так у меня это выглядит пока. Так, какое у вас отношение к либертарианству? Идея свободы ассоциаций, когда общество алкоголиков обособится от вашего трезвого, не запрещая вам жить трезво, а им жить пьяным. Нет, я думаю, что либертарианство, либерализм это ширма, нас дают нам ложную картинку. Нам говорят, что у нас одно, а в реальности происходит другое. Но нам правду не говорят для того, чтобы нами было легче управлять. Давайте попытаемся до малого размера, опять же, сузить, как я вам часто предлагаю делать. Когда речь идет о больших процессах, представьте себе небольшую группу людей, например, я не знаю, семью. Вот в семье есть папа, мама и там брат и сестра. И вот сестра начинает вести себя, не знаю, там, не моет посуду, например, не убирает в своей комнате. Хорошо, посуда — это общее место. Не убирает в своей комнате, громко слушает музыку, не учит уроки. И папа говорит, у нас либертарианство. Каждый, значит, волен делать то, что он считает нужным, у каждого свобода, каждый сам определяет себе, значит, жизненную траекторию и жизненные приоритеты. Но врет же папа. Папа просто не может справиться с этой девчонкой. Или папе на нее наплевать. Но, скорее всего, в итоге все это выльется в давление на эту девочку, но только уже в совершенно более агли форматах, в совершенно более уродливых формах, когда терпение уже лопнет, или когда она натворит чего-нибудь, когда ее привезут с овердозом, то вот тогда этот папа включится, тогда он вспомнит про свое либертарианство. И тогда он начнет на нее орать, бить ее и все остальное, лишать ее денег, вместо того, чтобы вовремя заниматься ее воспитанием. То есть он это все выдавал за либертарианство, он выдавал это за свободу личности. Не нужно нам рассказывать, уже вернемся к масштабу общества, не нужно нам рассказывать, что каждый свободен, эти пускай пьют, а эти пускай ходят трезвыми. Нет, так не будет. Будет же перекрестное влияние. Пьяные будут влиять на трезвых, трезвые будут становиться пьяными. А еще есть дети, которые все это видят. Невозможно в обществе действительно разграничить и сказать, что моя свобода заканчивается там, где начинается ваша, как эти клоуны-философы рассказывают. Не построим мы эту границу, не сделаем мы так. Мы все объединены в одно общество, мы рядом сосуществуем. И поэтому сверху должна спускаться единая философия бытия, которая должна ложиться на все общество целиком. А кто не хочет жить по этой философии, тот должен отторгаться обществом, он должен сидеть в тюрьме, он должен быть там, не знаю, отправлен в другую страну, как это было давно на Руси, как это происходит в нормальных семьях. Если эта дочка не слушает папу с самого начала, долго, так значит с ней что-то делают в начале пути. Никто не рассказывает про свободы, выборы, никто не говорит, что этот 12-летний ребенок имеет право сам выбирать. Ничего он не имеет. Мы ему сейчас расскажем, как нужно жить. Мы будем ее воспитывать, мы будем ее подавлять, ее волю в определенном смысле. И это и есть социальная устойчивость, которая в итоге получится. Потом она вырастет и будет благодарна за то, что ее в 12 лет не пускали на рок-концерт с бутылкой виски.
Вот я так отношусь к либертарианству. Либертарианцы это вот эти вот папы, которые делают вид, что они, но в итоге они все развалят. И будем все вместе страдать, вместе с либертарианцами. Так, все, я выбираю последний вопрос, и мы заканчиваем, дорогие слушатели. Читал ли я последнюю книгу Ребекка Вирфс-Брок? Нет, не читал, но, наверное, стоит. Это про ООП, я так понимаю, да? Так. Как вы можете говорить, что РФ это страна с самой лучшей, интересной и цветущей IT-индустрией? Я никогда такого не говорил. РФ не страна с самой интересной и цветущей IT-индустрией. Где она цветущая и интересная? Какие у нас... У нас нет, она не нет. У нас исключительно прикладная IT-индустрия. У нас нет фундаментальных исследований или крайне мало. У нас нет ничего, что характеризовало бы IT-индустрию как цветущую и самую лучшую и интересную. Нет. Мы просто прикладные задачи решаем. Доставка еды, доставка такси, доставка видео посмотреть, кино посмотреть. Это мы все умеем делать. Но это прикладное программирование. Какие у нас инновационные технологии? Если они есть, то это единичные случаи. И то вопреки, а не благодаря. У нас нет экосистемы. В России, там, и в прилегающих странах, и в Украине, и в Беларуси, и в Казахстане, во всех наших странах. Нет экосистемы инвестиционной, нет желания вкладывать в долгую. То ли благодаря неустойчивости политической в том числе, то ли благодаря, в принципе, такому колониальному статусу. Сюда вкладываем, а Америка все равно обгонит. И поэтому стартапы уезжают, поэтому стартапы ищут деньги за границей, ищут деньги в Калифорнии, на Кипре, где угодно. Но внутри страны это как будто не развито. И это, к сожалению, я считаю, что для того, чтобы было развито, нужны очень незначительные средства. Дело не в деньгах или в деньгах, а дело просто в политической воле. Нужно, чтобы захотели здесь строить экосистему. И почему-то нет этой воли. Опять же, возвращаемся к вопросу. Значит, управление идет снаружи. Потому что внутри найти несколько десятков миллионов долларов на создание... Вот изучали буквально вчера историю Y-комбинатора. Y-комбинатор, это сами знаете кто. Это один из центральных инкубаторов в Америке, в Калифорнии, из которого вышли крупные стартапы, очень большие. И Coinbase, и Airbnb, и Reddit, и там их десятки. Они начинали с личных средств. У них было денег, там, кот наплакал. Буквально какие-то там сотни, несколько сотен тысяч долларов. Потом первую инвестицию им дали через 4 года работы. Они основали его в 2005 году. И через 4 года, в 2009, им дали первую инвестицию 2 миллиона долларов. Sequoia Capital. Ну что такое 2 миллиона долларов для России? Мы тратим на, сами знаете, на замену этих плиток тротуарных в Москве. В день, наверное, столько. То есть дать 2 миллиона на создание такого инкубатора, который бы мог свободно и по принципам логики рынка инвестировать и развивать стартапы, как будто этого нет. Есть Сколково, да, есть похожие на Сколково инкубаторы, но попробуйте податься в Сколково и сравните процесс работы со Сколково и процесс работы с Y-комбинатором. Вы поймете, что это разные вещи. Потому что в одном месте это бюрократия и работа исключительно на отчетность. Да, выдали, зачитались, год закончился. А в другом месте это интерес, личный интерес или частный интерес в успешном развитии этих самых стартапов. Значит, не строится эта экосистема, потому что сверху приходит какое-то другая стратегия развития. Так, ну все, последний вопрос, я вас уже задерживаю. Ну давайте вот такой вопрос. Что бы вы выбрали из двух, двоеточия, сильную техническую команду или сильную продуктовую коммерческую команду? Ну, я бы, конечно, лично выбрал бы, если бы мне работать, то я бы выбрал продуктовую, потому что технически у меня навыков хватает. Вот продуктовых, коммерческих навыков у меня мало, и я не знаю, как выводить продукт на рынок и как его
Но считается, что должно быть и то, и другое. И это большая удача, если вы сможете внутри команды или внутри стартапа собрать и тех людей, кто в технике хорошо понимает, и тех людей, кто понимает в продукте и в коммерческой части, кто умеет разговаривать с клиентами, кто умеет с инвесторами разговаривать. Обычно стартапы побеждают, у которых есть именно две части, первая и вторая. Это вечная проблема. Как найти хорошего технического кофаундера? Этим забиты все форумы в интернете, касающиеся стартапов, все ищут кофаундеров. Найти-то можно, но как с ним потом ужиться, как с ним потом удержаться вместе, как его не потерять? Найти-то вы найдете, вы дайте объявление, и к вам прибегут много кофаундеров, и все скажут, мы технические кофаундеры, но дальше. Вы начнете работать, потратите время, пройдет месяц, два, три, и вы поймете, что человек, допустим, технически безграмотный или просто алкоголик. Он же вам не скажет это на старте. Он не скажет, вы знаете, я буду пить каждый месяц, неделю меня не будет. Но когда вы пройдете с ним некий путь, вы поймете, вот кого вы выбрали. Вы уже на него ставку сделали, вы уже стали с ним работать. А он пьяница и все. Например. И с другим кофаундером то же самое, который продуктовый. Вы его взяли, начинаете с ним работать, а у него там с женой проблемы. И он с ней как поссорится, так у него депрессия на неделю. И все, и никаких встреч с клиентами, он просто на связь не выходит. Почему? Ну, потому что жена его обидела, и он плачет, лежит на диване. А он же не скажет вам об этом на старте, не расскажет, что вот он такой дефективный, у него такая вот психика нежная, как у 12-летнего ребенка. А таких, они же много таких, они же экстраверты, эти продуктовые люди, они же такие все открытые, они такие идущие на контакт. Вот они подвержены такой неустойчивости, такой внутренней разболтанности психологической. Он себя собрать в руки не может. Но зато, когда он соберет себя там на какое-то время, он выходит и начинает продавать, и он очень активный, обаятельный, болтливый и так далее. Но потом раз и выпадает из режима. Бывает такое, бывает. Как это определить вначале? Это удача, это рулетка. Находите, тратите свое время, потому что весь стартап-бизнес – это рулетка, это гэмблинг. Вы пробуете, не получается, пробуете, у кого-то получается, а потом они начинают рассказывать истории. У меня получилось, потому что мы тяжело и долго работали, вставали в 5 утра, ели только брокколи. Но дело не в этом, а просто у них вот удалось так, звезды сошлись, что никто не был ни алкоголиком, ни депрессивным ипохондриком. Все, на этом мы заканчиваем. Спасибо вам, что пришли. Я был вас очень рад видеть. Увидимся на следующей неделе. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки, чтобы у нас было больше зрителей. И сейчас мы попробуем сделать правильный выход из нашего эфира. Вы помните, что это не всегда удается.